Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. 1080p 30 fps максимальное качество для съемки данного планшета. В принципе, ролик будет более качественный, потому что вы сами видите картинку. Единственное, ночных примеров съемки, разумеется, в ролике не будет, потому что это не какая-нибудь айпадовская прошка. Здесь все довольно скромно по возможностям видео и фото. Вы увидите примеры, в принципе, которых вам будет за глаза и за уши. Сейчас вы же увидите пример. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, там почти 8000 человек. Этот планшет, наверное, уже 7-й из хуавеевских планшетов. Я скупал практически все. Так же, как и все смартфоны. Но ничего супер нового, так же, как Huawei P50 Pro, который прошлым летом я еще купил в Китае. Сейчас он только появился в глобалке, там пару месяцев назад. Huawei не выпускала. Этот планшет мне понравился в первую очередь оптимизацией. С таким количеством оперативной памяти хорошо он работает. По поводу всего остального, разумеется, вы увидите в ролике все. Смотрим. И сегодня в заключительном в этом, наверное, полугодии обзоре на планшеты я буду рассказывать вам о хуавеевском планшете. Хуавеевские планшеты меня не разочаровывали так же, как, допустим, не разочаровали бы новые самсунговские, но я по 150 тысяч планшеты покупать не собираюсь. Это дело мне вышло меньше, чем в 20. И учитывая то, насколько хорошо они делают экраны, насколько грамотно у них сделано именно под планшеты ПО, в принципе, я надеюсь, что он мне понравится. Здесь 4 гигабайта оперативной памяти, 64 внутренней, то есть это прям супер минимал. С одной стороны. С другой стороны, еще раз повторяюсь, я не помню, чтобы Huawei меня разочаровывал качеством экрана. Если брать все остальное, да, Google сервисы отсутствуют. По поводу лояльности к территории Российской Федерации, ну вы прекрасно уже знаете историю с тем, что из хуавеевских сторов исчезли некоторые программы некоторых наших банков. Не буду включать лирику, но это очередной раз говорит о том, что санкции влияют в принципе, к сожалению, рано или поздно на все и всех, особенно на крупные бренды. Что он обещает? За эти деньги это очень круто. 2К экран. Очень круто объемный звук, надеюсь, что будет. Он проверим, вполне возможно, что нет. Мультискрин — это Huawei Share, для меня это актуально. У меня есть 2 хуавеевских монитора. Я этим не пользуюсь, но я прекрасно понимаю людей, которым, может быть, это будет полезно. Здесь есть Wi-Fi 6 версии, Kirin 820 и звук от Harman Kardon. Еще раз повторяюсь, меня обычно Huawei не разочаровывал. На Авито у меня все, в принципе, из того, что я хуавеевского из планшетов покупал, ушло. Но, опять же, понятно, что я продаю дешевле, чем покупаю на Тмоле, но характеристика неплохая. Почему? Потому что те же Samsung планшеты, они уходят тяжелее. Но это, опять же, user experience, но вы пришли, чтобы послушать мой обзор. Наверное, эта информация вас вполне возможно тоже заинтересует каким-то образом. Но напоминаю, что планшеты почему мы покупали, я конкретно даже для канала, потому что раз кризис полупроводников, то есть нового мало чего выпускается, 2, я это дело в прошлом году пропустил, мало рассказывал о планшетах, и 3, у меня был уровень паники 100 из разряда скупить побыстрее всего чего, чтобы было на что делать обзоры, потому что я думал, что схлопнется все. А так, по большому счету, сейчас можно купить что угодно, просто что-то супер дорого, что-то просто дорого, а что-то по тем же ценам. Хуавеевская зарядка Huawei Supercharge, но это только название. Почему? Потому что здесь максимум 22,5 ватта, вы видите по размеру. Хорошо, что Type-C-шный вход, хорошо, что кабель довольно длинный. Не забываем, что кабельное хозяйство не стоит терять так же, как и зарядки, чтобы иметь возможность подключать все это дело и заряжаться быстро. Несимметричный Type-C — это грех практически всех планшетов, которые я тестировал последнее время. Мне это не нравится, это очень сильно бьет по глазам. Понятно, что многие скажут, что на функционале это никоим образом не отражается, но это лирика, не лирика то, что мы с вами видим. Мы же с этим будем работать каждый день. Здесь у меня есть возможность запихать карту памяти, и в теории есть, наверное, с сим-картой модификация, потому что места здесь хватает. Вот так он выглядит. Рамки не такие огромные, как я ожидал. В одной руке держать относительно удобно, если вы решите это дело использовать как телефон. А-ля, если кто-то жил в 90-х, были сотовые телефоны, у которых была такая функция, как CDMA связь. То есть они были не GSM. И это были дрэгоны, они стоили от $1000, весили они космос, но выглядели они плюс-минус вот так. Только не такие широкие, они были толстые. Сразу мне напомнило. Еще с док-станцией у меня у отца был. Вес планшета 453 грамма с блоком камер 8,8, вообще тоненький, 8,9. Без блока камер 7,7. Сразу фейл, здесь нет защитной пленки.
Разумеется, нет никакого чехла, я вообще не видел в комплектах с планшетами чехлов. И еще раз напоминаю, те, кто будут приобретать, неважно, Huawei, Samsung или еще что-то из планшетов в перспективе когда-то, я замечал такую вещь, что многие не приобретают их на старте продаж. А на старте продаж самое выгодное не с той точки зрения с ценника, а с точки зрения того, что вы можете получить бесплатно, допустим, тот же чехол, клавиатуру. Чехлы клавиатуры под планшеты стоят космос. И вы можете погуглить, сколько стоит под iPad Pro, вы поймете, что это два таких планшета. Смотрим! Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 30 числа ежемесячно на стримах. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Полетели. На Huawei MatePad 11 дюймов у меня уже был обзор, вы можете посмотреть его, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. На руках же у меня Huawei MatePad 10,4 в серой расцветке с синеватым оттенком. Дизайн неплохой, выглядит как большинство бюджетных смартфонов из-за блока камер. Тыльная часть алюминиевая, как и рамки, но по тактильным ощущениям кажется, что это пластик. Сборка лично меня слегка огорчает, так как есть места, куда забивается постоянно грязь. В руках держать его удобно, грани дискомфорта не доставляют, так как они закругленные. Печатать двумя пальцами удобно из-за небольших габаритов самого планшета, как на смартфоне. Тыльная часть марка, к сожалению. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, аж 4 микрофона, которые показали себя хорошо, 4 стереодинамика, звучание от Harman Kardon, разумеется, оно действительно отличное. Для наушников есть аудиоэффекты Huawei Hisense 6.0. Мини-джека, к сожалению, не завезли. Далее есть слот под microSD до 512 гигабайт. Салазки, разумеется, не прорезиненные, защиты от влаги у планшета нет. Летим дальше. Он оснащен IPS-дисплеем на 10,4 дюйма с разрешением 2000 на 1200 пикселей и 16,7 миллионами цветов. Плотность пикселей очень скромная, 224 ppi, картинка, конечно, неплохая, но то, что плотности пикселей не хватает до топа, это прям очень заметно. Напоминаю, что золотая по мне цифра это 400 ppi, когда вы вообще не видите никаких пикселей. Все, что ниже 300, это такое себе. Пиковая яркость 470 нит, в домашних условиях яркости хватает, если использовать на улице, то при прямом попадании света на экран яркости, разумеется, маловато. Частота обновления экрана 60 Гц, автояркость работает хорошо, довольно четко подстраивается под освещение. Тон картинки при изменении наклона планшета слегка бросает в теплый оттенок. Мультитач на борту и с легкостью берет 10 пальцев. Мультискрин планшет поддерживает, и работает это дело хорошо. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартного пин-кода. Распознавание лица срабатывает отлично как в вертикальном, так и в горизонтальном расположении планшета. Внести биометрические данные можно до 5 лиц, что удобно. Рамки вокруг экрана стандартные, в размерах они 8 мм. В целом, экраном я доволен, проблем в его работе я не встречал, что радует. Летим дальше. Процессор Huawei Kirin 810 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Неплохо. Максимальная частота которого 2,27 ГГц. Графический процессор не топ, Mali G52, интерфейс EMUI 10 и Android 10 версии, что фейл, так как хотелось бы хотя бы 11 версию, не говоря 12. Google сервисов, разумеется, на борту нет, но без них использовать планшет можно, без каких-то проблем. Оперативная память LPDDR4X на 4 гигабайта, и этого мало, но что делать, что есть, то есть. Внутренняя память на 64 гигабайта, и это не eMMC память. По моему мнению, по тестам здесь стоит UFS 2.2, хотя может быть и ниже, и просто оптимизация лучше, поэтому такие результаты тестов. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, отключения от Wi-Fi сети без причин у меня не было, связь ловит отлично. Разговаривать через мессенджеры по видеосвязи удобно, вибромоторчик на борту, но слабенький и не настраиваемый. Bluetooth версии 5.1 почти последний, еще бы 2 версии, был бы последний. Вообще неплохо, главное 5.0 есть, а 5.1 вообще хорошо. NFC, разумеется, нет, планшет поддерживает Huawei Pencil с 4000 степеней нажатия. В комплекте у меня его не было, отдельно я его не докупал. Из навигации на борту GPS от GPS GLONASS Beidou. GPS-тест показывает стандартную точность для планшета, к слову, результаты лучше, чем у MatePad 11, при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 7250 мАч, в PC-марке выдал
выдал 7 часов 58 минут, и осталось еще 20%. В принципе, этого достаточно, почти 8 часов. По большому счету, у вас будет, скорее всего, он жить все 10. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Планшет поддерживает USB OTG максимум 5 вольт 1,5 ампера. Заряжается он от 0 до 50% от адаптера питания на 22,5 Вт за 52 минуты. Полный цикл зарядки занял практически 2 часа. Поедает 9% за 30 минут просмотра видео в YouTube на 100% яркости экрана при подключении по Wi-Fi. За час игры в Genshin Impact на средних настройках графики и 100% яркости улетает 26%. Играть не совсем комфортно, так как есть просадка FPS. Но если снизить настройки графики, то играть можно без проблем. Из датчиков на борту датчик освещенности, компас, датчик холла, акселерометр, датчик световой температуры. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит предсказуемо. Результаты вы видите на экране. Проводил я тест на 100 потоках и 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 597 выбивает, в мультикоре 2313. В 3D-марке показал Wildlife 1930, Wildlife Extreme 619, Wildlife Stress Test 1914, Wildlife Extreme Stress Test 627, Slingshot Extreme 4124, Slingshot 4248. В Antutu выдал результат в 380 тысяч попугаев, что прилично. Storage тест показал бодрые 29 тысяч, поэтому я делаю вывод, что здесь UFS 2.2. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, видите все на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля на 8 мегапикселей, LED-вспышки и направленного микрофона. Максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps, стабилизации на борту нет, но есть различные режимы для фото и видеосъемки, также живые фото на борту, но замедленной съемки я не обнаружил, только ускоренную. Для фотографии максимальное разрешение 3264 на 2448 пикселей. Фронтальный модуль также на 8 мегапикселей, спрятан в рамку, и его трудно не заметить. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас, разумеется, увидите. Вот он, тест камеры планшета Huawei, довольно недорогого, учитывая, что сейчас курс на Алишке во всяком случае стабилизировался. Не будем смотреть на реальный курс в обменниках. Вы сейчас видите, как он может снимать в 1080p 30 fps, можно чуть-чуть в движении даже. Логично, что планшеты это не про съемку на улице, хотя некоторые используют их, допустим, в турпоездках, как я знаю. И насколько хорошо или плохо он снимает, решать вам. Разумеется, это что-то не под длительные переезды. С другой стороны, по габаритам он более чем приличен. Насчет съемки, у Huawei съемки плохой в принципе не бывает. Насчет самого планшета, ну вы уже видели, меня он порадовал. Смотрим. И фронтальная камера 1080p 30 fps, день, Мурино, Муринский парк. И вот так примерно вас может снимать планшет против солнца. Видите, как слепит. Если солнце будет светить на вас, он будет снимать вот так. Не скажу, что плохо, по мне даже очень хорошо. Хотя основная камера желает лучшего, но бывало и хуже значительно. Минусы. Комплектный адаптер питания очень скромный, нет Google сервисов. По большей части все, так как экран адекватный для такой стоимости планшета, звук отличный, производительности хватает. Сам планшет работает шустро. Цену можете посмотреть актуальную по ссылке в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас почти 8000 человек там. И телеграм-канал скидок, разумеется, я туда постю все самое интересное, в основном из того, что сам купил, протестировал, либо чем пользуюсь. И вдруг на момент вашего просмотра все-таки кончится весь этот беспредел, и рано или поздно появятся промокоды, так как я понимаю, что Алиэкспрессу запрещено инвестировать в нас, и поэтому промиков у нас нет. Но рано или поздно они появятся, надеюсь. Резюмировать я хочу довольно просто. Huawei — это такая техника из разряда на любителя. Почему на любителя? Если вы ходите с телефонами Huawei, с планшетами Huawei, то вам эта оболочка нравится. Она минимально лагает, это продумано на уровне яблока или Samsung. То есть я считаю, это три мастодонта. Если брать еще по поводу Huawei, почему против них ввели санкции, все прекрасно знают, что они начали продавать больше всех смартфонов в мире. Можете старые новости посмотреть. Сейчас они как-то выживают. Выживают неплохо. Качество экранов, стоимость, оптимизация, количество баллов в Antutu, все цвет, блеск, красота, касаясь этого планшета. Звук мне понравился, как он ведет себя в играх тоже. Мне понравился, еще раз повторяюсь, экран. Что не понравилось, разумеется,
это стоимость. Его нужно ловить по более-менее адекватному ценнику. В описании можете посмотреть по ссылке, сколько он сейчас на Тмоле, но не факт, что вот именно сегодня будут скидки. Хотя как раз сейчас, по-моему, идет распродажа. Она с 26 до 30 числа, и как раз в это время вы видите ролик, если вы смотрите его в первые 2-3 дня. Но по поводу, стоит ли он своих денег, если вы купили его, однозначно стоит. Если нет, из альтернатив-то по большому счету я ничего и не назову. То есть за эту стоимость это либо какие-нибудь Old Cube мракобесные, либо какие-то супер древние Samsung, либо ничего, либо бэушные iPad. Нет ничего в планшетах в эту стоимость из топового, чтобы чисто за экран можно было купить. Можете меня в комментариях поправить, посмотреть стоимость этого планшета и предложить что-то не от Huawei и не от Honor. Я думаю, что вряд ли вы сможете что-то найти, опять же, с точки зрения экрана, железа и оптимизации. Не забудем подписаться на канал с колоколом, не забудем в комментариях написать, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры. Realme Neo 3 идет. Сегодня я, кстати, куплю Redmi 9, и помимо этого, разумеется, 2 OnePlus новых. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.